Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в Стоп, 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 не переключайтесь. Вы не ошиблись каналом. Это не кулинарное шоу и не блог о выживании. Я строю машину, которой нет. Всем привет! Друзья, как вам этот скетч о преобразовании Эклипса? Классно, правда? Это сделал мой хороший товарищ, дизайнер, талантливый художник. Ссылочку на него вы найдете в описании к видео. И полный ролик о процессе создания этого скетча я тоже выложу на свой канал. Я всегда восторгался людьми, которые вот так от руки могут что-то нарисовать на бумаге. Я так не умею. Зато я умею мять пластилин, и об этом я вам расскажу подробно. В предыдущей части я остановился на том, что залил все плоскости в грубую, и, заполнил их объемом, и они все такие ребристые, неровные, так и остались. Сейчас я занялся их выравниванием и приведением все более-менее человеческий, точнее машинный вид. Ну и для того, чтобы выровнять эту плоскость в первое чистовое представление, я воспользовался вот таким хитрым инструментом. Это такой шпатель с зубчиками. Он выравнивает плоскость, не позволяя ей пойти волнами. Соответственно, между этими зубчиками проходит пластилин, и он как ровными бороздками снимает плоскость, и она остается после этого ровная по плоскости. Вот такая вся, как в маленькую канавочку, в маленькую бородочку. Таким образом, я прохожу все плоскости, которые только возможно. Везде, где есть какая-то выпуклость, я ее снимаю. Везде, где есть ямка, она так и остается. То есть ямки я не трогаю. Я сейчас этим шпателем снимаю все на грубую ровную поверхность. Ну а следующим моим инструментом будет обычная линейка. Как обычная. Металлическая резинка. Линейка. Металлическая резинка. Это круто, наверное. Кто-нибудь пользовался металлической резинкой? Мне очень интересно. В общем, это линейка 30-сантиметровая. Ноги, крылья. Главное, хвост. Здесь размер также имеет значение. Мне удобно ее держать в руках, и она снимает ту плоскость, которая мне нужна. Не знаю, коротенькая линейка неудобна, потому что она на больших плоскостях будет играть и, соответственно, снимать плоскость неровно. Более длинная линейка тоже будет несколько неудобная, потому что она будет задевать за все рядом стоящее. Соответственно, не знаю, мой оптимальный размер 30 сантиметров. Да простят меня. Так вот, с помощью этой линейки я буду снимать те самые бороздки, которые оставил предыдущий зубастый шпатель.
Линейка равняет так же, как и шпатель, все те же плоскости, все те же выпуклости она снимает, но если вдруг возникнет несколько больших бугров, то она в них завязнет и оставит еще кучу маленьких бугров. Поэтому такие серьезные бугры ей снимать не рекомендуется, и их снимать надо тем шпателем предыдущим, которым мы и снимали, в общем-то, эти неровности. А линейка уже служит для выравнивания этих канавочек после этого шпателя. После этого получается такая ровная глянцевая плоскость, в принципе, практически финальная. Моя б воля, я бы ее покрасил краской, и была бы красота. На ней уже отображаются все блики, на ней видны все преломления. То есть это уже такая плоскость близкая к какому-то финальному виду. Ну, в общем-то, я и начал судить об этом виде конструкции. То есть в тот день, именно позавчера, когда я вывел все эти плоскости, закончил, я запостил весь свой труд в Инстаграм, похвастался, какой я молодец, как у меня все красиво получается. И на следующий день я приехал и понял, что это конец. У меня не получилось ничего. Все, что я сделал, это полное дерьмо. Все, что я сделал. И все, что до этого, и все, что сделал в этот день. В общем, куча времени, в общем-то, вообще вся куча времени потрачена зазря. Я ни хрена не сделал по-нормальному. Все сделал через жопу. И я чуть не сжег эту машину. Ну, по крайней мере, чуть не разбил ее. Я не знаю, что меня удержало от этих разрушительных действий. Скорее всего, то, что мне надо какой-то отчет держать перед вами, моими друзьями, которые смотрят за этим процессом. Ну, в общем, потихонечку, полигонечку я продолжил лепить пластилин дальше. Ее мы помним с детства, а может и не с детства. И что вы думаете? В принципе, у меня начало получаться то, что я хотел. То есть я реально начал воссоздавать те участки, которые вот мне показались совсем не в кассу, совсем не в тему, которые совсем не получились. Я их начал исправлять, модернизировать. Я вывел плоскость арки, я вывел плоскость крыла, я вывел плоскость фары. Вывел, и вот что получилось. А сейчас, что же за кастрюлька у меня была в руках? Да, в общем-то, это пластилин, расплавленный до довольно жидкого состояния, до практически жидкого состояния. И я с помощью шпателя закрывал все поры, выводил ровные плоскости. Некоторые люди говорят, что с помощью такого метода можно вообще нанести все плоскости. Я, честно говоря, не умею настолько хорошо им пользоваться, чтобы нанести прям с нуля вот таким горячим способом все поверхности. Да и мне удобнее вот так сначала вылепить основные поверхности руками, а потом, соответственно, по возможности залить поры вот этим жидким расплавленным пластилином. Теперь у меня есть практически половина финального вида машины. Ну, не финального вида машины, конечно, а совсем уж промежуточного финального вида. До финального я еще как до луны пешком. Но, по крайней мере, я сейчас вижу, что
плоскости крыла, плоскости арки, фара, противотуманка, область решетки. Все это, в принципе, встает и гармонирует друг с другом. Ну, насколько мой мозг позволяет сделать такой вывод. Надо, конечно, пригласить профессионального скульптора, чтобы он своим взглядом оценил всю эту работу, и он скажет, что это полное говно. Но я пока доволен. Друзья мои, вы в комментариях постоянно пишете, нахрена я это все леплю. Но вы знаете, я прекрасно знаю о том, что существуют какие-то там технологии 3D, CD и т.д. и т.п. Я строю макет. Я строю макет несуществующей машины. У меня нет машины, с которой снять копию. И я не видел ее вживую. Я построю макет, а после этого мы уже будем вести разговор о трехмерном сканировании, о трехмерном моделировании, о трехмерной фрезеровке и т.д. и т.п., о всех современных технологиях, которые нужны. Они еще пригодятся, но в следующем этапе. Маловато! Маловато будет! Маловато! Из плоскостей, которые очень сильно у меня не получались, и, в общем-то, на чем я вообще застрял в предыдущий раз, это плоскость арки. Арка, получается, проходит вот этот участок, где находился старый капот. И здесь, собственно говоря, место крепления крыла – это большой выступ, и его пришлось обойти вот так. И выходить еще на плоскость этого пластика, стекла. То есть эта плоскость должна выходить. В то же время должна уходить в расширение арка. Вот это место довольно-таки непонятное и трудное, я его не мог никак осознать до той поры, пока вот не нанес ту остаточную плоскость, которой не хватало. Вот теперь, имея в распоряжении эту плоскость, я смог вывести арку крыла. Арка крыла еще немножко расширилась, я думаю, она еще, ну, сейчас она не имеет, конечно, не финальный вид, и она еще немножечко расширится, чтобы соблюсти вот эту геометрию арки, да, то есть, чтобы она была не такая резкая. Хотя, не знаю, сейчас еще посмотрю, насколько вот угол подъема вот этой арки будет соответствовать моему представлению о том, что должно получиться. Дальше. У меня сейчас очень плоское, так называемое крыло. Вот эта часть, которую я называю крылом. То есть вот эта плоскость у меня сейчас очень плоская. Мне надо тоже на ней нанести объем и добавить закруглости. То есть, в принципе, вся машина будет такая закругленная. И вот не будет таких плоских плоскостей и резких углов. То есть все будет обтекаемое, все будет закругленное. Соответственно, все те же участки, вот сейчас я воссоздал наконец-то более-менее структуру фары. Это, конечно, не сама фара, это лишь представление о том, как она будет выглядеть, примерное представление, и очень далекое еще от финального. Также, соответственно, представление самого нижнего заборника, там, противотуманка и тому подобное. Я не знаю, что там еще будет, но вот как-то вот я эти плоскости сейчас представил. Они тоже еще пока выходят не в те места, которые будут в финале, но примерно очертания будут совпадать вот с этим. Соответственно, и выход на решетку, и выход вот этого переднего очертания крыла вот уже сейчас имеет предфинальный вид. Ну, совсем не финальный, а вот такой черновой, но уже показывающий, насколько это все будет выпуклое, впуклое и объемное. Ну вот на самом деле вторая сторона машины, она пока еще в том виде, в котором
практически в том виде, в котором я ее закончил в предыдущей части. Единственное, что она подшлифованная, сейчас гладенькая вся такая. Но форма осталась та же, которая была. И вот видно, какая арка сейчас, да, соответственно, вот этот выход, я вот сейчас его заделал, чтобы мне можно было наносить пластилин сюда, такое защитное место нанес, чтобы пластилин не проваливался, чтобы была какая-то плоскость основы. И как там, я нанесу потом сюда пластилин, выровняю плоскость арки, вынесу саму арку чуть подальше, потому что мне надо сузить и плавно выйти на плоскость колеса. Блин, плоскость. Я уже запарился этими плоскостями. Ну и, соответственно, вот прошлое представление о фаре. Фара у меня на этой стороне ниже, чем на той. Ну, в смысле, ниже. То есть фара на одном месте. Просто визуально та фара сейчас поднята, ну, на некоторые промежутки. То есть она стала пошире, она стала повыше, потому что я поднял немножко плоскость самого крыла. То есть крыло сейчас на той стороне уже, на которой более чистовая, оно вот выведено в более высокое положение. То есть вот здесь оно пониже, такое более закругленное. С этой стороны оно уже вот немножко повыше, выходит в другую немножко точку. Вот, насколько видно, насколько объем одной стороны отличается от объема другой стороны. То есть вот здесь примерно там сантиметра 1,5 уже выше высоты, и это еще не финальная плоскость. То есть здесь плоскость еще поднимется, а здесь вот практически на ноль. Это все выходит, и здесь надо выводить и выводить. Чем, собственно говоря, я и займусь в следующий раз. Я не знаю, насколько из меня получится хороший мотиватор. Глянь! Народ! Это же я! И не для того, чтобы отказаться, а для того, чтобы перебороть себя и пойти дальше. Если я послужу мотивацией хотя бы для одного человека, который создаст свой шедевр, свою машину, я уже буду рад. А для меня мотивацией, конечно, являетесь вы, мои зрители. Поэтому очень вас прошу, поддержите меня в моем начинании. Поддержите мой проект, поддержите мой канал. А лучшая поддержка для типичного ютубера — это, конечно же, лайки, комменты, репосты. Ну, в общем, вся движуха, которая есть вокруг этих видосов, точнее, моих видосов. Поэтому рекомендуйте мой канал друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.